Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Дорогие мои подписчики, друзья и гости канала, всем привет! Сегодня я вам показываю, как сделать беляши при помощи миксера KitchenAid. Об этом меня попросили мои подписчики из Казахстана, город Актау. Сначала занимаюсь фаршем, так как он должен настояться. 700 грамм фарша, туда добавляю 30 грамм нарезанного укропа, 300 грамм нарезанного лука, пол чайной ложки перца черного, 1,5 чайной ложки соли и тщательно начинаю вымешивать. В процессе вымешивания понимаю, что нужно добавить воды, потому что фарш суховатый. Добавляю 50 мл воды и опять все вымешав, отставляю фарш. Занимаюсь тестом. 25 грамм прессованных дрожжей смешиваю со столовой ложкой сахара. Туда добавляю 150 мл теплого молока и 350 мл на выбор. Простокваша, кефир, либо вот как в моем случае я смешала сметану с водой. Все это тщательно размешиваю, добавляю чайную ложку соли и 500 грамм муки высшего сорта. Муку я не просеиваю в беляши, это не пироги. И добавляю 100 мл растительного масла. Ставлю чашу в миксер для вымешивания теста. Меняю венчик на крюк. При этом предварительно я перемешала муку со всеми ингредиентами, чтобы мука не летела по кухне. И теперь в течение 5 минут я буду вымешивать эластичное тесто в миксере. Тесто готовлю безопарным способом, и его расстойка займет примерно 30 минут, не больше, так как в процессе изготовления беляшей у нас 2 раза еще будет расстойка теста. После приготовления теста лопаткой собираю его с крюка, собираю в горку и укрываю шапочкой для душа и ставлю на расстойку в чуть подогретую духовку. В духовом шкафу температура должна быть примерно 30 градусов. Если температура будет высокая, то дрожжи сварятся и не поднимут вам тесто. Начинку для беляшей я приготовила больше, чем нужно по весу, и ее излишки можно использовать для приготовления котлет либо тефтелей. Для разделывания теста на кусочки для беляшей вам понадобится противень, посыпанный мукой, и еще я использую весы для примерно точного объема теста, потому что мне нравится, когда беляши одинакового размера. Вот тут подоспело у меня уже тесто. Оно вот 30 минут в теплой духовке достаточно для того, чтобы с ним уже можно было работать. Выкладываю его на присыпанный мукой противень, собираю в колбаску. И вот так располагаю его по диагонали. При помощи пластикового шпателя нарезаю на кусочки, примерно по 50-52 грамма. Как-то так у меня получалось. Всего у меня получилось 19 кусочков. Каждый кусочек нужно округлить и выложить в муку. В процессе того, как подготавливала кусочки, первые, которые я уже сделала, они уже как бы подходили второй раз. И уже начиная с них я начинала работать по формированию беляшиков. Подготовила тоже 19 таких кругленьких мясных шариков. И начиная с первого кусочка я работала уже на столе. Стол присыпала мукой, верхней стороной выкладывала вниз. Вот так пальцами распластывала кружочки теста и выкладывала на них кружочки, шарики из фарша. И вот такой вот плессированной, как я говорю, юбочкой собирала их по центру. Это делается легко.
Обязательно вот эту юбочку нужно вот так вот примять ладошкой, чтобы хорошо прожаривались беляши в процессе жарки. Ну вот такие беляшики получаются. Они небольшие по размеру и не маленькие, именно то, что нужно. А фарш у меня получался примерно на каждый беляшек по 30-32 грамма. Ну вот, получается тесто 52 грамма, а фарш 32 грамма. То есть где-то примерно 80-85 грамм получался каждый беляшек. Ну вот второй раз показываю, как я делаю беляши. Я считаю, что это проще простого, быстро. Самое главное соблюдать всю, так сказать, технологию приготовления. И будет вам счастье вот такие вот красивые, симпатичные беляшики. После приготовления беляшей им нужно обязательно дать время расстояться. Это уже будет третья расстойка. Время расстойки беляшей примерно 20 минут. Беляши станут воздушными, пышными. И только после этого вы можете их жарить. Подготавливаем сковороду. На нее выливаем примерно в сантиметр высоты растительное масло. Степень нагрева масла проверяем зубочисткой. Если, окунув зубочистку в масло, от нее идут пузырьки, значит масло готово. Беляши жарим с одной стороны до тех пор, пока не увидим, что уже нижняя сторона стала золотистой. После переворачивания я добавляю обязательно в каждую дырочку по 1-2 столовых ложки масла. И теперь, после того, как поджарилась вторая сторона, я выкладываю их в кастрюлю. Беляши я всегда жарю на огне ниже среднего. И если я не уверена в том, что беляши дошли до готовности, я могу их еще поставить в духовой шкаф на 10 минут при температуре 180 градусов. Готовые беляши рекомендую замораживать, а разогревать на режиме разморозка в микроволновой печи. Как вы успели заметить, в тесто для беляшей я не добавляла яйцо. И тем не менее, тесто получилось очень вкусным. Баланс сахара и соли великолепный. Нежнейшее тесто, не забитое мукой, ноздрятенькое, как я говорю. Начинка с укропчиком. Все это должно, я думаю, порадовать вас и вашу семью. Я думаю, эти хрустящие сверху и сочные внутри беляши никого не оставят равнодушными. Наслаждайтесь вкусной и сытной едой. Ну а всем вам, как всегда говорю, до скорых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.